Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Все вживую. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, Саша. Доброго здоровья всем. Всем, кто нас видит, кто нас слышит. Да, друзья, мы в прямом эфире будем максимально с вами общаться, поэтому готовьте свои вопросы в сообществе YouTube, абсолютно открыто, можете их оставлять, милости прошу. Также всех призываю, конечно, подписываться на Василия Дмитриевича в Телеграме, всех призываю, собственно, быть активными. В чате трансляции вопросы вживую пройдемся вот в самом финале, это все такая традиционная история нашего с вами интерактива. Также очень важно, да, вот... Черти что происходит сейчас. Вот правда, черти что с ютубами, телеграммами, VPN-ами. Причем это касается, как выясняется, всех без исключения. Вот всех стран, вот всех абсолютно. Друзья, давайте, вот самое лучшее преодоление всех этих перепон – это ваша активность. Нажимайте лайк, и система увидит, что, ух ты, ё-моё, а люди не просто смотрят, можно просто взять и закрыть. Они прям что-то делают. Минимально, что можно сделать, это лайк поставить, ну, конечно, комментарий написать. Закрытый клуб зрителей Шелеста тоже принимает вопросы. Также QR-код, который видите возле меня, возможности канал поддержать и на экран прям вывести, чего хотите, если работает этот сервис. Ну и, конечно, естественно, да, вот будем начинать с голосования. Оно сегодня вот такое. Отдаст ли Украина Донбасс? Ну, вот максимально просто. Ну вот такая формулировка. Варианты. Да, выхода нет. Нет, будет воевать до последнего. Обменяет на гарантии Зеленскому, окружению, короче, обменяет политически вот это все. И еще один вариант, сделает вид, что военные проиграли, то есть Донбасс вот эту часть ждет руина, и это типа скажут, ну вот так получилось, да, вот мы воевали, мы сражались, ну там продлится это какой-то период, летняя, весенняя кампания военная, да, и вот скажут, вот так, сейчас идет наступление на Славянск, оно продвигается, туда в сторону Краматорска с юга заходят. В эти минуты, вот мы в прямом эфире с Василием Дмитриевичем, закончилась Женева, встреча украинской делегации с американской, с Уиткофом. 4 часа о чем-то говорили. 4 часа говорили без Буданова, представляете? А что примечательно, параллельно с этим сегодняшний материал вышел Foreign Affairs, как раз по теме опроса, может повлиять на ваше голосование. Ради завершения конфликта Киеву придется отказаться от Донбасса, написали. В статье автор отмечает, что Украина все тяжелее удерживает позиции, ее ресурсы истощаются, перспективы перелома на фронте выглядят туманно. На этом фоне Россия, напротив, сохраняет военно-экономическое преимущество и может продолжать давить ради этого. Это материал Foreign Affairs, это не кто-то написал или не кто-то где-то чего-то как-то. Василий Дмитриевич, что думаете по вопросу нашему сегодняшнему? Отдадут ли Донбасс? Я сразу же отвечу на этот вопрос, но через буквально несколько минут. Почему? Потому что вы с самого начала пригласили и абсолютно четко, разумно, еще раз говорю, разумно, наших, то есть людей, которые нас смотрят, которые слушают, которые вообще активны, проявлять свою активность, то есть голосовать. Да, ставить лайки, голосовать, задавать вопросы, потому что именно активность, она продлевает жизнь, в том числе и вот, к примеру, да, каналу, через который мы с вами общаемся, телеграм-канал. Телеграм-канал, мне так смешно, я где-то прочитал на днях буквально такую фразу о том, что да, такие украинцы и русские один народ. И почему один народ? Потому что и, значит, в Киеве хотят запретить телеграм-канал, и в Москве хотят запретить телеграм-канал. Причем мотивация одна и та же. Мол, смотрите, значит, давайте мы в Киеве прикроем телеграм-канал, потому что нам сюда заходят русские, да, и промывают нам мозги. Значит, в Москве говорят, что надо телеграм-канал прикрыть, потому что из Украины, там, из Днепропетровска приходят на территорию России люди, которые промывают мозги, и плюс еще грабят население. Генеральный прокурор Украины, по-моему, вчера или сегодня материал выдал о том, что вот в Днепропетровске мы там накрываем вот эти вот центры, которые обманывают людей. То есть мотивация, в принципе, одна и та же самая, да, поэтому мы действительно один народ. И там хотят прикрыть телеграм-канал. Если мы с вами будем активны, ну, по крайней мере,
у нас не заберут вот то, что наше есть, да, право говорить, право быть услышанным и право слушать. Это очень важно. Поэтому это в первую очередь я хотел высказаться так эмоционально, извините, но вот по этому поводу. Касательно опросов, Саш, на самом деле, мне кажется, что вопрос вообще не в Донбассе. На мой взгляд, когда люди так много по разные стороны пишут, говорят, а переговоры параллельно с этим идут, тогда вопрос, знаешь, если так все вот говорят, все уперлось в территорию Донбасса, то в чем даже сегодня, вот 4 часа, переговорщики со стороны Украины и Штатов говорили, ну, знаешь, типа, отдадим Донбасс, не отдадим Донбасс, а как отдавать? Видишь, правильно, смешно. Так есть Значит, ответ. Про правильно. деньги. Правильно, абсолютно правильно. То есть разговор идет совершенно о другом. Идет разговор совершенно о другом. Тем более, когда со стороны Соединенных Штатов Америки присутствует непосредственно Уитков и Кушнер, да, то есть это семья, ближе нету у Трампа. Это прежде всего, конечно же, об огромных интересах, об огромных деньгах. А то, что дальше идет там гарантии, безусловно, это где-то есть. И на каком-то месте территория Донбасса. Мало того, Саша, я на этой неделе услышал от Зеленского, по-моему, то ли, он же дает просто бесчисленное количество интервью средствам массовой информации, причем сначала он делает какой-то значит, анонс, потом идет интервью, но интервью еще не вышло, а уже анонс идет какой-то другой, о другом интервью. Поэтому, знаете, вот мне кажется, что я бы сказал так, что сейчас от Зеленского тизер гораздо главнее, нежели релиз. То есть тизер идет, потом релиз, а, собственно говоря, интервью нету, а потом уже тизер о другом. Понимаете? Василий Дмитриевич, как вы вообще не попали в команду этих киношников? Вы знаете тизер, релиз, прям говорите на одном языке с кинокрутами. Я вынужден об этом говорить, потому что я не понимаю, я хочу услышать суть, я хочу услышать интервью, а мне вот это вот идет, вот знаете, вот, значит, сначала короткая какая-то информация, вроде бы хорошая, потом релиз, собственно говоря, а в чем информация, да? Этого нету. Так вот, поэтому на ваш, все-таки не забываю вопрос, в вашем опроснике, я бы сказал так, нету для меня вариантов, на которые бы я мог, знаете, кликнуть и сказать, я вот за это. То есть, потому что на самом деле, я вам уже ответил, да, речь на переговорах идет не о территории Донбасса. Да, я прошу прощения, видите, значит, итак, и Зеленский, что между этими тизерами и этими я заблудился, так вот Зеленский сказал, там проживают на территории Донбасса люди. 200 тысяч, по-моему, он назвал. Фига себе, подумал я, знаете, тут я вот прям проснулся, возбудился, думаю, в кои годы Зеленский вдруг заявил, что там, на этих территориях живут люди, граждане. Слушайте, Саша, ну с 2014 года я помню, я же жил в Киеве, я там работал, я долгое время находился в Киеве, и я слышал два таких термина. Это Лугандон и Сепары. То есть там есть территория, которая, я прошу прощения у наших зрителей, но так на Украине была сформирована политическим классом в 2014 году, там Турчинов, по-моему, автор этого слова, да, там на Лугандоне. Что такое Лугандон, да? То есть такое пренебрежительное, такое, знаете, крайне отрицательное отношение ко всем, кто живет на этой территории. Но еще, чтобы ущемить, чтобы додавить, да там вообще людишки какие-то, сепары. Миллионы людей, которые жили в Луганской и Донецкой области и живут и сейчас, они просто сепары. Кто такие сепары? Они просто вот не принимают Майдан, они не... Вот как. Ну, вот смотрите, так... тут очень важный момент вы подняли. Во-первых, сейчас многие говорят, ну, сейчас новый в обиход возникло слово «ждуны». Но если вы говорите вообще там жителях Донбасса, а мы говорим о
ну, вот эта вот Конечно. мода вошла А в... те, которые остались, да, Да, как бы, на территории под контролем Украины, сейчас да. Киева, да, конкретно. И масса видео есть, масса видео. То на какую-то продавщицу в Славянске наезжают, нападают, то еще какая-то история. То увидели какую-то банку там на билет в Краснодар. А что в Краснодар? Потому что там родственники. И вообще ходят, записывают военные эти видео, говорят, о чем мы их тут защищаем, гибнем за них. Или, например, там вот эти все вещи, вот они такие негодяи, там сдают нам квартиры. Ну, когда подальше было, или так не так страшно, ну, страшно там было давно, в Краматорске, в Славянске, но сейчас же война туда катится, сдавали там по $1500 свои убитые однушки, такие-сякие, надо закон ввести, чтобы их забрать можно было. Ну, дошли до того, что братство из ГУРа, товарищ боевой, командир, он вообще говорит, мы вот, и вот цитируют Киевский областной ТЦК, и говорит, мы вот ходили по квартирам, вытаскивали за ноги, как скот, и мобилизовывали, намекая о том, что Украину, всю Украину будет это ждать такая мобилизация боевыми ну, группировками, не вот этими центрами оповещения, хотя они тоже при оружии, и это оружие стреляет, мы это слышали, в том числе и сегодня. Но, а вот именно боевые, армия конкретно будет вытаскивать из квартир мужиков, как это на Донбассе, и обращаться с ним как скот. Поэтому тут, когда мы говорим, ну, там, хронологически, с 2014 года, как кто в момент информационной когнитивной войны, но тут же важно, что сейчас у нас на этом поприще, когда мы поднимаем вопрос, что делать дальше с Донбассом? Так вот, смотрите, Саша, ну, мы понимаем с вами, что Зеленский поднял эту тему о территориях, о людях просто, не просто так. Он говорит о том, что давайте проведем референдум. Результаты референдума я уже знаю, значит, но тем не менее я не готов отдавать ни территорию, ни людей. Почему? И вот, значит, один из членов вот этой партии «Слуга народа», забыл его фамилию, не суть важно, он вторит Зеленскому и углубляется дальше. Значит, в чем его заявление? Он говорит о том, что если мир будет несправедливый, читай, если мы Донбасс отдадим, если мы людей не защитим, значит, на Украине может быть Майдан. Потому что люди не примут вот это несправедливое решение, и, возможно, будет Майдан, Майдан-3. И Зеленский якобы пытается убедить европейцев в первую очередь, ну и американцев, да, что, слушайте, я не могу отказаться от этой территории, потому что будет Майдан. А дальше еще один человечек из этой партии «Слуг народа» рассказывает о том, что якобы у русских, то есть у России, есть план организации Майдана, даже у них деньги есть. Я вот это все читаю, этот бред, Саша, понимаешь? Я же жил в 2004 году, я помню, как был организован вот это вот помаранчевый Майдан. Я понимаю, откуда деньги давались. Нуланд, Виктория Нуланд не скрывала о том, что миллиарды долларов были потрачены на то, чтобы, значит, вывести людей на Майдан в 2004 году и в 2014-2014 году. Да? То есть американцы давали деньги. Через посольство Соединенных Штатов Америки решались организационные вопросы. Да, в 2013 году часть олигархата украинского вложились в то, что называется Майдан, переворот и так дальше. А тут это все, вот это закрывается, эта тема. Майдан, конечно, он же как-то вот фигурирует, где-то есть, но уже не американцы будут организовывать, не европейцы, а русские. Слушайте, ну такого бреда, вот, но это же прорабатывается, это разогревается население Украины. Я такого бреда давно не слышал и не не понимаю, зачем это говорят, но вот Зеленскому это нужно, и его депутатам нужно, людям, которые вокруг него нужно запускать вот эту технологию, устрашать людей, что вот скоро-скоро будет Майдан. Зачем это все делается? По одной простой причине. Владимир Александрович Зеленский держится за это кресло президента, как будто, знаете, это последний вздох его жизни. Казалось бы, молодой человек, ему еще до 50 далеко, может спокойно реализовать себя как клоун, как актер, у него может быть будущее такое.
Может быть, будущее другое. Его посадят на скамью подсудимых. Может быть, третье. Его повесят на Крещатике за все его преступления. Я не знаю. Я не конспиролог. Но разыгрывать карту Донбасса, территории и людей, это кощунственно. Слушайте, вы хотя бы, по крайней мере, скажите, я хочу, Зеленский, я хочу себе гарантий. Я хочу гарантии себе окружению. Мы это поймем. Дальше скажите, какова цель мирного соглашения и какое будущее у Украины? У Украины, у людей, какое будущее? Не военное будущее, мирное будущее, да? Какие средства вы хотите получить под дальнейшее обустройство государства? Какие средства вы потратите на социальные нужды людям? Самое главное, откуда вы возьмете деньги и погасите свою задолженность перед семьями убитых, убиенных и раненых? Вы начнете рассказывать об Украине будущего вот с этой точки зрения. Об этом вообще ничего, даже близко, даже никто не подходит к этой теме. Все говорят о том, что мы не можем, по поводу Донбасса, по поводу территории, да, вот мы не можем это, отдать, потому что это несправедливо. А вы вообще, Зеленский и окружение, спрашивали у людей? Вот людей, которые живут в Киеве, Черновцах, Черкасах, да даже в Львове, какое будущее они хотят видеть? Мирное будущее. Где они себя тут найдут? Или тех же европейцев. Чего? Почему? Я читал недавно, 6,5 миллиона людей, украинцы, выехали в страны Европейского Союза. Это Евростат дает такую статистику, думаю, что гораздо больше. А у этих людей, у украинцев, которые выехали, а у них кто-то спрашивает, какое будущее вы видите для себя, для людей. Понимаете? То есть, эта тема вообще как-то, она не проговаривается. Всех нас затаскивают в тематику, а мы не отдадим территорию Донбасса, потому что это несправедливо. А вы вообще спрашивали у граждан? Подождите, спрашивали у военных. И военные сейчас говорят такие, а как, а зачем тогда мы воевали, зачем мы жизни положили? Вопрос денег, он, конечно, принципиален и такой, достаточно щепетильный. Тут недавно очень интересные вещи происходят, вот оттуда, из-за океана такие сигналы доносятся. Да, сегодня вышел Рубио, сказал, что мы вообще добьемся, потому что только мы можем добиться. ООН мертво, то есть были заявления. Они вот такие, это очевидные. Он даже вообще знаете, как в лоб влепил, говорит, мы санкции против Украины не вводим, и России оружие не поставляем. Отстаньте. Да. А могли бы. То есть, поэтому мы вообще над схваткой, мы тут все разруливаем, вот как в Женеве сегодня 4 часа. Без Буданова, я подчеркиваю, без Буданова. Так вот, тут же другие сигналы доносятся. Тут внезапно, оказывается, казахов обидели. Казахов обидели, ущерб, а казахи, когда били по энергетике, по нефтянке на юге России, да, по Краснодарскому краю, инвестиции американские, представляете, пострадали. Выходит Стефанишина, посол, и говорит, ой-ой-ой, нам прям ноту отправили. Вы заметили? Ни слова, ни писка в СМИ. Никто ничего не говорил. Это потом Стефанишина рассказала уже на фоне вот этих всех многочисленных заявлений. А американцы, видите, как блюдут свои интересы. Поэтому это тоже ответ на вопрос, что там 4 часа обсуждали сегодня в Женеве. Но... Давайте на этом пока постоим. Потому что вы как всегда, улавливаете суть, улавливаете момент. Давайте об этом поговорим. Со стороны Украины в составе делегации, вы правильно заметили, не было Буданова, понятное дело, но был Арахамия и был министр экономики и его заместитель. Я когда-то работал, Саша, в Министерстве экономического развития и торговли, так это называлось. О чем идет речь? Вот состав делегации, экономисты, экономика. Во-первых, про деньги, во-вторых, про экономику. И самое главное, речь шла об интересах Соединенных Штатов Америки на Украине. Об этом самом фонде,
да, как будут получать лицензии, как вот эти вот редкоземельные металлы, и не только редкоземельные металлы, кто будет владельцем портов, Николаевских портов, Одесских портов, да, кто будет владельцем там железной дороги, что будет с атомными станциями, каким образом будет проходить транзит сырой нефти, дизельного топлива, газа из Российской Федерации в Европу. Эти вопросы обсуждались сегодня, потому что там были представители Министерства экономики Украины. Именно это считалось, прогнозировалось, кто за что отвечает. Почему 4 часа? Потому что американцы тщательные люди. Они блюдут свои интересы. Всегда так было, так есть и так будет. Так будет, потому что они считают деньги. Да, Трамп сказал, мы вложились в войну 350 миллиардов или сколько-то, мы вложились. Это убытки. Мы их зафиксировали. Трамп же бизнесмен. Он говорит, мы зафиксировали наши убытки. Все, четко, мы попали. По простым языком. Теперь мы думаем, как выходить из этой ситуации. Смотрите, мы сначала зафиксируем наши интересы, зафиксировали, провели через Верховную Раду, создали фонд, а теперь в Женеве проговаривают, как это все будет работать. Кто, что, кому и как. Потому что семья Трампа, дальше же за ней стоят инвесторы, люди с деньгами, огромными деньгами, которые готовы вложить то, что называется территория Украины, активы. Я не говорю украинского государства, я говорю, которые есть. И как это все будет работать? После них, после этого разговора, после этих переговоров, есть череда людей, фирмачей, мы же смотрели в Давосе, когда был форум, Зеленский встречался с вот этим фондом BlackRock, были представители крупнейших компаний. Это все очевидно, что люди на старте, есть компания на старте, которая готовы вкладываться в то, чтобы получить дальше свою прибыль. Но это возможно при том, когда наступит на Украине мир. Да, они могут вкладываться и когда война будет идти, но главное, чтобы не обстреливали те объекты, которые будут в их собственности. Вот о интересах, почему вот сегодня так говорят. Арахамия, то есть министр экономики мы оценили. Теперь Арахамия. Арахамия – представитель власти, законодательной власти. Это значит, что все будет проходить через Верховную Раду. Это значит, что нужны голоса в Верховной Раде. И за эти голоса, и за вот это проведение политики ответственный Арахамия. Вот почему нету Буданова. Буданов свое дело сделал уже. Буданов говорил с военными. Военные, то есть он представлял силовиков и военных. На предыдущих переговорах, раундах переговоров было четко расписано. Даже Зеленский сказал, но вспомните интервью после последней встречи в Женеве, он сказал, что военные договорились. То есть как будут отведены войска, как будет проходить мониторинг этой ситуации, каким образом, по времени, по всему. Военные разговаривают на одном языке, Саша. У них есть карты, сроки четкие, они понимают, что как будут. Поэтому военные договорились уже давно. Теперь разговаривают экономисты о ситуации, как, что будет. Ну, я уже только что обрисовал. Арахамия будет за это отвечать. И Зеленский в этом всем. А вот Умеров все время, то он в Америке, то неважно, Умер. Вы задали вопрос гораздо глубже, чем я попытался ответить. Где Зеленский? А немає його. А немає Зеленского. Он человек, который колеблется между даже внутри американских интересов, да, человек, который непонятно, он ушел от британцев или зашел в Америку. Вчера Трамп с Зеленским поговорил. Давайте без конспирологий. Берем Axios, берем несколько, 2-3 издания мировых, да, которые говорят по-простому. Зеленский говорит, я хочу завершить войну до конца этого года. Трамп говорит, нет, Володь, месяц. Вот вам дистанция. Да? Зеленский говорит, я хочу, а это говорит, надо так. Вот почему нету Зеленского. Трамп четко установил дедлайн. Ты либо месяц времени я тебе даю,
все мы подписываем, все мы делаем. Потом, конечно, сделаем красиво, да, там в Америке, под камеры, даже, возможно, поговаривают, что, возможно, это будет трехсторонняя встреча, где будет и Путин, и Зеленский поговаривать. Ну, слушайте, а в Америке любят шоу, не только значит, на Украине Зеленский шоу умеет. Но перед этим Трамп говорит, мне нужен мир через месяц. По-простому, Саша, у Трампа есть дедлайн. У него есть 4 июля, День независимости, день рождения, у него есть ноябрь месяц выборы. Там есть прописано, ну, технологи работают, ну, слушайте, Трамп сам серьезный дядька, и технологи у него хорошие. И выписана дата такая-то, дата такая. К этой дате должно быть... Зеленский должен либо вписаться в эти даты, либо не будет Зеленского. Вот и все. И поэтому, когда вы спрашиваете, где Зеленский, да он не нужен. Он должен выполнять команды. Он должен обеспечить... Есть нюансы. Да, пожалуйста. Сегодня, значит, выходит, это официальный представитель МИД Российской Федерации, Захарова. Официальный. Да, конечно. В Украине ее сразу после этого заявления, ну, как всегда, тапками забросали, что, мол, вот, вроде как дипломаты, вот смотрите, какие у них там дипломаты, у россиян, какие дипломаты. Вот что она говорит. Давайте послушаем. Вот, в частности, Антонио Кошта прямо заявил, опять же, прямая цитата. «России, — сказал Кошта, — нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров. О боже, вы же еще не там. И, судя по всему, вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там под столом и не вякайте». Ну так вот, и не вякайте. Это говорит Захарова про Европу. В Европе вообще интересные вещи происходят на фоне ситуации с Орбаном. Тут пишет письмо Зеленскому, говорит, открывай дружбу. Нефтепровод Зеленский показывает пальцем на Россию. Петр Сиярто сегодня записывает видео. Короче, идет вот эта эпопея по поводу дружбы. И, судя по всему, многие говорят, что это Европа сливает Орбана. Им нужен Мадяр, Тиса, у него выборы. И, в общем, эта история там до апреля продлится точно. В апреле уже будет тяжело Венгрии без нефти зафрахтованной и так далее. Но я хотел вообще глобальный вопрос поставить по поводу Европы. Это присылает мой подписчик сегодня. Плакат. Ну, там же тоже в Германии, там Бавария, земля Бавария. Это шуточная партия, шуточная. Она там, скажем так, СВДП, типа Свободная демократическая партия. Она как бы, у них всегда такой стиль, они там не особо, скажем так, ну, такие серьезные и мощные, но очень яркие. И вот перевод, да, близко к тексту. А раньше хотя бы спрашивали, хотят ли люди тотальную войну. Ой, как интересно, понимаете? То есть Кошта говорит, надо... Проиграла, чтоб Россия в дипломатическом... И все готовятся к тотальной войне. Раньше хоть людей спрашивали, а сейчас людей даже спрашивать не будут. Как вы охарактеризуете европейский, как это, плечо или локоть, да, на которое можно опереться, Зеленского непосредственно в этой ситуации? Ну, сначала я вам скажу, Саша, что Мария Владимировна Захарова, она действительно является официальным представителем Министерства иностранных дел. Она очень взвешивает каждое свое заявление. Вот, поэтому она сказала то, что она сказала. Добавлять я не хочу и не могу, потому что это бессмысленно. Есть позиция. Касательно Германии, касательно реакции. Я так отвечу, зайду на ответ на ваш вопрос. Значит, Евростат несколько недель тому назад выдал информацию о количестве граждан Украины, которые сбежали от войны и, значит, сейчас находятся на территории Европейского Союза. И вот уже второй год первенство я говорю о зарегистрированных украинцев, которые выехали в страны Европейского Союза. Так вот, первенство уже второй год держит Германия. Мало того, количество, скажем так, в 2024 году было 1 миллион 180 тысяч, сейчас 1 миллион 250 с копейками. 1 миллион 250 тысяч граждан Украины выехало в Германию. Я думаю, цифра больше, но я говорю об официальной статистике. На втором месте Польша 900, по-моему, 60
хотя было там миллион. И дальше там. Почему Германия? То есть вроде бы как даже из Польши украинцы переезжают в Германию, из других стран, да, потому что, во-первых, количество граждан, во-вторых, экономика развита, была, сейчас еще держится, да, то есть, ну вот, и вот Германия, она мечется, руководитель Германии, господин Мерц, с делегацией в Китае, понятное дело, пытается проговорить. Ему там роботов показывают, он в шоке. Это да. А роботы там... Конечно, Саш, кунг-фу, роботы – это вообще отдельная тема, я бы хотел ее где-то отдельно обсудить. Так вот, но Мерц приехал и говорит Ситипину, смотрите, говорит, вы вторая экономика, а мы третья в мире, но вы все равно, ну, он же не скажет, что вы впереди США, но вы вот как бы лидер, вот давайте, значит, влиять на Россию. То есть, понятное дело, что до этого десант был в Индии, и Европейский Союз заключил соглашение с Индией, да, там торговли беспошлинной, то есть получил определенные преференции. Теперь они обхаживают, значит, Китайскую Народную Республику, Мерц приехал, до этого французы приезжали. Это понятно. Понятно, что они видят, что Соединенные Штаты Америки, во-первых, не просто отползают от Европы, они просто давят. Они просто берут и, значит, собирают дань от европейцев и от Европейского Союза за те годы. И вообще Америка говорит, мы же вам обеспечивали безопасность. Платите, давайте. И европейцы... Какие-никакие, они понимают, что надо что-то делать, надо что-то шевелиться. И они вот едут в Китай, до этого ехали в Индию. К сожалению, ни Зеленский, ни политики в Киеве этого не видят. Не хотят видеть, что европейцы такие же циники, а может еще гораздо хуже, нежели Соединенные Штаты Америки. Европейцы тоже хотят, чтобы быть у власти, я имею в виду и Мерц, и тот же Макрон, и тот же Стармер, да, и даже премьер-министр Италии. Все они хотят быть дальше у власти. И они пытаются дифференцировать свои экономические отношения, как-то найти нишу. И в конце концов европейцы говорят, мы хотим сесть за стол переговоров. Мы хотим сесть за стол переговоров с кем? С Соединенными Штатами Америки и с Российской Федерацией. Но они же сейчас и так сидят в переговорах с Украиной. Очевидно, что видно вот этот разрыв, это, во-первых, большой разрыв. Второй, была же годовщина СВО или войны, как говорят в Киеве, приехали представители, значит, Европейского Союза. Смотри, Саша, на что я обратил внимание. В делегации в общей приехали в основном представители Севера Европы, прошу прощения. Да? Скандинавские страны, плюс там Дания, значит, Нидерланды не приехали, там только премьер-министр недавно стал, да, новый. Но вот я не увидел там представителей, улыбайтесь, да, я понимаю, что он только стал премьер-министром, ему некогда. Он же гей, и у него там... Семьянин. Да. Ну хорошо, не будем туда залазить. У кого какая-то дырка, кто кому спереди, сзади, это не наш. Это у нас же серьезный эфир. Так вот, не было представителей Португалии, Испании, Италии, Словении. Дальше не было даже Восточной Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии. Поляки приехали потом уже. О чем это говорит? Это говорит, что Европа совершенно разная, и она по-разному настроена к Украине, к политике вот этой. Я еще раз говорю, Венгрию, Словакию, Чехию можем дальше обсуждать, но Европа разных скоростей, Европа разная, Европа за свои интересы. И вот украинцы, которые живут, я с чего начал ответ на ваш вопрос, на территории Европейского Союза, они сидят и думают, а що з нами буде? А що буде з нами, українцями, коли в 2027 році програма соціального забезпечення біженців из Украины закінчиться? Только-только этот вопрос стоял прошлым летом. Я помню, в 2025 году летом стоял вопрос. Так что будет? Ну, сказали, продлеваем до 2027 года. А в 2027 году что будет? Как жить? Потому что, когда мы говорим о политике, очень многие на Украине забывают о людях.
А вот эти вот 6,5 или там 8 миллионов украинцев, которые живут на территории Европейского Союза, они мыслят вот так вот, о своих интересах, о детях, о социальном обеспечении. И вот вопрос вот, почему в Германии, почему этот человек спрашивает, типа, а вообще нас вообще спрашивали? Так вот, пусть Европа-то спрашивает у этих людей, украинцев, им нужны. Да, там Норвегия говорит, мы будем выгонять, Германия говорит, определитесь. Но на самом деле, Саша, смотри, что произошло. Европе нужны украинцы, как люди, как рабочая сила, как люди, которые такие же белые, как и европейцы. Я условно говорю, потому что там есть желтые, там темные и так далее. А в массе своей работоспособные, качественно выполняют свои обязательства, да, то есть работают, да, то есть и проходят годы, многие украинцы ассимилировались. Европе это подходит, но Европа, словами Урсулы фон дер Ляйен, которую Зеленский давил, дожимал Киеве, назови дату. Она, будучи хотя и в сине-желтых цветах в костюме, сказала, я не могу назвать дату. И поэтому выхожу на финал вопроса, который вы сказали очень большой. Почему украинские власти Зеленского пытаются завести Украину туда, где ее не ждут? А теперь самый важный вопрос. Так а за что воюет Украина? За что люди, военные, отдают свои жизни? За что их ранят? За что их семьи оплакивают их жизни или смерти уже? Или пытаются, значит, поддержать, потому что они ранены и так далее? За что? За то, чтобы наш путь был в Европу? Так Европа говорит нет. За то, чтобы наш путь был в НАТО? НАТО давно уже сказала нет. Тогда непонятная цель. А за что воюет Украина? Нет, против кого это понятно. Слушайте, когда-то в время стало не совсем понятно. Особенно, когда Небензя совершил каминг-аут. Никогда еще в политической аналитике слово каминг-аут и Небензя не стояли так близко, я понимаю. Говорит, я украинец. А вы, Марьяна Беца? Не знаю. Вот вы вывели на тему, которую я чуть-чуть позже хотел сказать, но вы блестяще вывели на тему. Смотрите, встречаются делегации Украины и России в Женеве или до Женева. И российскую делегацию возглавляет Мединский. Родился в Черкасах, украинец, выходец из Украины, получил образование. Встречаются бизнесовые делегации США и России. Бизнесовые делегации, да? Уитков и Кирилл Дмитриев. Кирилл Дмитриев – уроженец Киева, киевлянин, украинец. На площадке Организации Объединенных Наций идет дискуссия. И Василий Небензя просто так вот сходу говорит о том, что мои родители, щирі украинцы, они вообще вот, они настолько щирые. Вот, мама оттуда-то родом, отец оттуда-то родом. Я, говорит, по сути, формально, я украинец. Конечно же, а их визави на разных площадках, европейских, переговорных, мировых, ООНовских, они смотрят и говорят, а если вы украинцы, тогда мы кто? И тут же Беца, вот эта вот заместитель министра иностранных дел, да, которая там была, значит, она Марьяна Беца, она говорит, а мы там, она не говорит, откуда она родом, кто ее родители, вообще на какой земле, с какого села она родом. Она начинает вешать вот эти ярлыки, а вы агрессоры. Слушайте, ну это вот можно по-разному относиться к Небензе, Василию Небензе. Но человек говорит от себя, вот его разбуди ночью, он будет говорить так же, потому что он знает свою историю предков. А Беца, она накрученная, да? И, Саша, я скажу, ну, знаете, не хотел. Румынское происхождение этой барышни и ее родителей, да, ну, скажем, я гораздо глубже знаю, я позвонил землякам, они мне рассказали, да, кто, что и как.
И она на английском, она начинает говорить, что мы украинцы, а вы не украинцы. Это же, Саш, это же проблема номер один. Если ты считаешь себя украинцем или украинкой, то ради бога, никто тебе не запрещает. Если ты говоришь, что я родом оттуда, я там сознать, вот никаких, я вообще хочу в Европу, пожалуйста, я хочу в Австралию, да нет вопросов. Если ты говоришь, если ты знаешь, кто твои родители, кто твой дед, прадед, ну хоть до 7-го колена, это нормально. Нет, Так смотрите, опять-таки, но тут же... если ты переходишь на разговор на тему, нет, не ты украинец, а я украинка. Подожди, это Нет, ну тупо. тут смотрите, Это тут глупость. это не тупо. Это ниже близко. Это не тупо. Это очень, кстати, интересный момент. Хорошо, что мы на нем остановились, потому что я предлагаю немножко развить. Да, это прям очень интересно. Тут в другом подоплека. Вот это вот Марьяна Беца. Вот здесь подоплека в уровне дипломатии в целом. Мы еще будем восторгаться, например, Залужным как великим дипломатом, который поехал послом в Британию и не знает английский язык. Ну или знает на таком же уровне, как Сибига, вот это все, то есть как то, что Это супер. ржет, Сибига, да. ржет весь интернет. Почему? Потому что этот не просто так же я употребил слово coming out, ну как бы, да, он снял как бы маски, вот это он публично. Нормальный, грамотный дипломат, если он в полемике, в дебатах, в прениях на, скажем так, Генассамблее ООН, да, там, на Совбезе ООН, он бы как бы выкрутил руку дипломатически и положил бы на лопатки позицию России, как раз-таки продемонстрировав ну, для себя грамотно. Дебензя так подставился, ну, с точки зрения языка дипломатов. Но она кто здесь, войдите, тук-тук-тук, понимаете? Потому что вы правы, Саша, но если на сленге... Но я же еще сказал, Дебензя говорил искренне. То есть он просто взял и сказал от себя, внутри, ты можешь бить эту позицию, можешь нет, но это у него в крови, он это помнит, ты это не возьмешь. Смотрите, просто мне пришло в голову, в 16 или 17 год я спорю есть такой Иван Крупко, не знаю, какой он сейчас депутат, но тогда он был депутатом Верховной Рады. Ну, это Батькивщины, как всегда. Да. И мы что-то с ним встретились. Да, Батькивщина, точно. Мы там что-то сотрудничали, я тогда с ними. И Ваня мне говорит, что... Ну, Вань, слушай, Вань, ну вот ты вот это вот русину, вот это зачем? Ты мне скажи, где ты видел русину? Саша, я нас перенесу, я прошу прощения, в Закарпатье, мой родной регион. Я родом, то есть родом, откуда я, Ваня родом, и я, значит... От населенных пунктов, где родился Иван Крупко и я, это там 12 или там, 11 километров. Я знаю его родителей, он знает моих. И я говорю, Вань, ну я русин. А он говорит, ну я тоже был русин. Мои родители, ну ты понимаешь, какое время? Политически, значит, нецелесообразно. Я говорю, мы же с тобой на «ты» и сейчас говорим. Почему я это вскрыл? Потому что Беца, потому что Сибига, потому что Крупко, я могу много-много фамилий называть, это люди не про культуру, это люди не про Украину, это люди не про украинство, не про Украину культурную, цветущую, ту, которую мы знаем, которая может быть. Это, я прошу прощения, это, знаете, люди, которые не неучи, которые не хотят знать свою историю и которые всему миру показывает вот эту вот картину. Самое страшное, Саша, вот в чем. Давайте пока вы не ушли к самому страшному. Ровно этот день, утро, 26 февраля, но, правда, 22 года, Батькивщина, Тимошенко с автоматом, а по правую руку от Тимошенко с автоматом. Ну, скажем так, ну он же молодой, да? Крулько же это вроде. Да. Вот он там. Да. Там был мой однокурсник по Академии госуправления, депутат, там был политтехнолог ведущийся, выдающийся, которые взяли автоматы, дали тема, я их всех знаю. Так вот, на самом деле, смотрите, Саша, что происходит сейчас.
Украинцы ведь сейчас, как политическая нация, они антирусские. Они говорят, не бензя, ты не украинец. Окей. Но было же время, когда те же западенцы, бандеровцы, те же бецы, те же сибиги, я говорю кавычка, говорили, мы не поляки. Сейчас многие из них говорят, мы не венгры. Это вы венгры, это вы Орбан, это вы нам мешаете, это мы не венгры, да? В крови украинцев очень многих живут тема вот эта вот, знаете, ну такая антисемитская. А рано или поздно к ней всегда вернутся, да? Мы не евреи. Теперь просто вот политически модно, и деньги дают за то, чтобы сказать, что мы не русские, мы не россияне, или вы не украинец. А можно вообще вот выдохнуть и сказать, а действительно, вот я кто, мы кто, а за что мы воюем, а какое у нас будущее? Об этом, еще раз говорю, пока на Украине, к сожалению, никто не говорит. Прокомментирую фотографии. А Тимошенко с автоматом и политтехнологи, которые показали, и там же вот эти депутаты, ну, понимаете, как же это сказать? Это двор, дворик на Туровской, где офис, значит, Батьківщины партии закрытый, там фиг попадешь, там по пропускам, по этим. И вот во дворике стоят ребята с автоматами, с такими суровыми лицами, типа, ну, что там, сейчас повоюем, да? Какой нафиг воевать? Тимошенко поехала потом, ее фотографировали на пляже. Эти попрятались. Кто-то куда-то там. Просто вот, понимаете, тема такая вот... Сейчас как бы идет поиск, а кто от имени Украины будет говорить с Россией? Вот кто? И многие начинают тут обсуждать на Украине, да и в России Тимошенко. Вот даже Юлия Владимировна, ее Путин знает, она такая вот, она сякая. Вот, даже госпожа Немиря, значит, получила, по-моему, статус ведущей одной американской телевизионной компании, да, которая должна вещать на Украине. Ну, я такое слышал. Дай бог, флаг Луки Людмиле Немире и ее мужу, вот, который тоже политик от партии Батьківщина. Я к чему веду, Саша? Но это смешно. Ребята, вы понимаете, что вы даже на войне, вы даже на костях пытаетесь сыграть, ну, такую дешевую политику. Вы дешевые дипломаты, вы дешевые политики. И смотрите, мы чуть-чуть зайдем в тему Венгрии. Когда Виктор Орбан, премьер-министр действующих, понятно, выборы, понятно, политика, говорит, что я дал распоряжение, чтобы, значит, усилить охрану энергетических объектов на территории Венгрии, потому что я опасаюсь атак со стороны Украины. Когда сегодня, по-моему, глава администрации, по-моему, то ли правительство, там есть должность в Венгрии, да, заявил очень просто. Он говорит, мы знаем четко, что нефтепровод «Дружба» был, ну, по крайней мере, нанесен ему вред со стороны вооруженных сил Украины, со стороны Украины. Это не Россия била по этому объекту. Это во-первых. Во-вторых, Украина специально не запускает нефтепровод «Дружба» для того, чтобы мы не получали нефть сырую, для того, чтобы экономике Венгрии нанести урон, ущерб, и, соответственно, чтобы, значит, народ проголосовал против Орбана. Это же делает не Россия. Это даже не Беларусь делает. Можно было сюда приписать, да, Лукашенко, по которому Зеленский... Это делает Украина. Украина находит себе, Зеленский находит себе такую проблему, которая могла не быть. Но он закусил с Орбаном, он закусил против Орбана. И теперь я задаю себе вопрос. А возможно ли, что когда выборы в Венгрии пройдут, в апреле, значит, этого года, и Орбан победит. Европа против, часть европейской элиты против, руками Зеленского делается все, чтобы Орбан победил. И Орбан проиграл. А тут Орбан побеждает. Какой сценарий возможен? Да? Возможен ли, по-простому, возможен ли в Будапеште Майдан? Ну, Майдан по-нашему, да? Возможен. Кто будет
давать деньги, понятно. А кто будет выполнять роль вот этого вот организатора-исполнителя? Зеленский. Вот эти ура-ура-патриоты выйдут на площадь Будапешта, других городов. Значит, я напоминаю, что Ну, в еще... Словакии нечто подобное было недавно. Ну, относительно Да, недавно. я напоминаю, И Саша. куча было украинцев против Фица, Да, когда майданили. Да, я напоминаю, почему. Конечно же, значит, еще до начала СВО 150 тысяч жителей Закарпатья имели паспорта венгерские, и они голосовали. За время начала войны в Венгрию сбежало около 200 тысяч. Значит, около 300-350 тысяч граждан Украины имеют два паспорта или имеют право голосовать. А самое главное, это же граница открыта. Можно туда-сюда переходить, переезжать. Ну, кто-то бежит сейчас. Я к чему веду? Что вот эта вот масса людей, которые можно организовать, создать ячейки и вывести на Майданы венгерских городов. Орбан говорит, что я знаю, что это делает Зеленский. Орбан предупреждает, Орбан пытается защитить. Но у Зеленского есть очень серьезный мотив для того, чтобы свергнуть правительство Венгрии, правительство Орбана. Во-первых, Венгрия, значит, блокирует все, что касается финансовой помощи Украине, этих 90 миллиардов. Во-вторых, Венгрия Орбан провел, ну, при правительстве Орбана проведен референдум, где большинство венгров сказали, что они против вступления Украины в ЕС. Да? И лично вот Орбан, ну, сейчас вот эта вот возня вокруг нефтепровода. Поэтому у Зеленского личный мотив уничтожить как политика Орбана. Чего тут не хватает для того, чтобы он исполнил эту роль? Заказчики есть, деньги есть. Я вот к чему веду, что мы просто, когда говорим там о России, да, вот о конфликте, понятное дело, война, тут надо обратить еще внимание на то, что как можно навредить своим соседям, чтобы превратить их во своих врагов. А Словакия, которую вы сказали, да, Фица же прямым языком говорит, была же организация. Он же прекрасно понимает. Еще раз говорю, что это граница свободная. Украинцы могут выехать в Словакию, вернуться обратно. А вот уж как организовать технологический Майдан, слушайте, по-моему, часть украинцев, вот этих вот, они просто чемпионы мира по воплощению вот этих вещей. Василий Дмитриевич, вернемся к украинцам, да, которые там за рубежом, вернемся к... Ну, это очень важный на самом деле спич, я его показывал там сегодня уже. Ну, это прям очень ложится в тему. Корчинки выходит і вспоминає розділення на козаків і свинопасів. Давайте послухаємо. Виїжджають не найкраще, тобто виїжджають з України боягузи і ті люди, які недостатньо люблять свою вітчизну. Ми лишаємося. І от свого часу мені здається, що українська повстанча армія була сформована на Галичині значною мірою, тому що багато людей з Галичини на початку ХХ століття, а потім 20-х і 30-х роках виломилися в Канаду і в Північну Америку. Це філістри. З рахунок цього значно зріс відсоток ідеалістів. Тобто багато свинопасів виїхало, а козаки залишилися. Ми знаємо, що от у часу Шевченка за ним Донцов ділив націю на козаків і на свинопасів. Козаки зазвичай в меншості. І коли вони отримують можливість свободи, вони займаються такою державною суспільною формотворчістю, тому що свинопаси на таку формотворчість не здатні. От зараз у нас теж сталося таким чином, що великий відсоток свинопасів покинув цю країну. В країні зараз менше людей, ніж було, натомість значно зріс відсоток оцих от психологічних козаків. Психологічне козацтво зросло. І ми це спостерігаємо, що все-таки це була нація іще нещодавно філістерів, боягузів, бариг, хабарників, а зараз це нація героїв і звитязців. То есть нация очистилась, казаки остались. Проблема только, что, простите, в соцсетях заметили опытные пользователи Фейсбука, какие-то странные люди накручивают лайки. Присмотрелись, а это вьетнамские или всякие бангладешские боты. Как когда-то Ермака ловили, так сейчас ТЦКшников поймали, соцсети, говорят, смотри, какие-то там непонятные ники, они вот лайки как бы ставят и говорят, что ой, как интересно. То есть казаки какие-то смугленькие оказались. Точнее как, они-то, может, и очистились и внутри, но лайкают совсем не казаки вот эту казацкую долю.
катастрофа на самом деле происходит на фоне того, как людей засовывают в бусы, как их там издеваются, бьют, стреляют, ломают ключицы и, ну, просто беспределят. И это по всей стране, никто с ним ничего не может сделать. Получается, что не все свинопасы уехали, или не всех свинопасов обратили в казаки. На самом деле, Саша, проблема очень серьезная, она глубокая, она внутренняя, и называется она очень просто. ТЦК или людоловы, да, как говорят на Украине. Украинцы в массе своей больше всего ненавидят как раз-таки ТЦКшников. Для них в массе своей, для простых украинцев, самые большие враги – это вот ТЦКшники. Когда закончится война, она рано или закончится, рано или поздно, да, их всех будут вылавливать и убивать. Просто уничтожать, потому что это люди, которые близкие. Да, они там с одной области, Ставропольской области, перекинули в Закарпатскую, или там Житомирской перекинули в Черкасскую для того, чтобы, ну, их не узнавали. Люди все равно найдут их и накажут. Они просто... все те ТЦКшники, которые сейчас вылавливают людей и отправляют их на смерть, рано или поздно будут наказаны, к сожалению, не через суды, а вот этим судом Линча. Это, ну, я это предвижу. Так было всегда. Просто я вижу, я знаю информацию не только социальных сетей, где уровень ненависти у украинцев на первом месте – это ТЦКшники. Да? Второе. Дима Корчинский и же с ним. Вот это вот продолжение разделения людей, свинопасы и казаки, да, это, в принципе, древний такой штамп, я бы его не называл, вот, но назову только потому, что Дима стал дешевкой. Просто. Я знаю его лично, я помню, даже он передачи вел, он там обучал, он там был таким героем, он со своим братством, а сейчас он просто дешевка. Он подпевала в администрации, в офисе президента, Ермака нету, а он там за 30 серебряников вот эту вот чушь всю разгоняет, что вот кто-то уехал, а кто-то свинопаса, а эти остались, казаки. Да нету никаких казаков. И свинопасов нету. Я, Дима, тебе скажу, ты ошибаешься в основном. И свиней уже на Украине нету. Даже свиней на Украине нету. Мы забыли производить свиней. Когда-то у нас было, да, на Украине было классное мясо, было великолепное сало. У нас была академия свиноводства в Полтаве. Да, мы выращивали на уровне биологических экспериментов. У нас лаборатории были лучшие в Европе. Дима, а уже лет 15 Украина закупает мясо в той же самой Дании, в Польше, в Беларуси, кстати. Белорусское сало очень дефицитное, потому что оно хорошее, качественное. А в Украине нету сала, потому что свиней нету. Соответственно, свинопасцев тоже нету. Теперь по поводу казаков. Казаки, вот Василий Небензя сказал, что он, его родословно из казаков. Да, предки казаков воюют. Мало того, люди из Запорожья, из Херсона, из того же самого Днепропетровска, из того же Донецка бывшие, они воюют. Это то, что происходит больно на Украине, это, кстати, воюют казаки с разных сторон, или потомки казаков. Они называются одни украинцы, другие русские. Но сейчас, к сожалению для меня, украинцы убивают украинцев. Русские русских, русские украинцев, украинцы русских. Это элемент гражданской войны. Поэтому то, что ты, Дима, говоришь, что казаки остались, скоро и казаков вообще не останутся, потому что пройдись по могилам просто-напросто, даже вокруг городов больших, и посмотри, сколько сотен тысяч вот казаков, которых ты называешь, уже полегли, уже нашли себя. Поэтому некого тебя не делить, разделять и призывать некому. А по сути, без эмоций так отвечу, что когда крепостное право рухнуло, да и не только крепостное право, когда вот вообще начались вот предреволюционные моменты в конце позапрошлого века, сотни тысяч людей, кстати, с Тернопольской области первые, с Ивано-Франковской первые, начали выезжать в 1870-х годах, 80-х годах, начали выезжать на север Америки. Канаду, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки выезжали, потому что хотели выжить. И они выехали туда. Это была первая эмиграция
вот, моих там приятелей, Русинов, других, Гуцул, Верховинцев и так далее, Лемков, они выезжали, они текали из империи, да, они там осели. Дальше была вторая волна, дальше была третья волна людей, которые выехали туда. Поэтому, знаете, но тогда это было сотни тысяч. А сейчас миллионы. Я уже назвал цифру людей, которые выехали в Европейский Союз. Условно, столько же приблизительно уехало и на территорию России и Белоруссии. Да? То же самое, где-то 6-7 миллионов людей. Остальные рассеялись по всему миру. Австралия, Аргентина. Кстати, в Соединенных Штатах Америки, как по сравнению с Европой, очень мало выехало украинцев. Там порядка 120 или 130 тысяч людей. Очень мало. Ну, я имею в виду, во-первых, далеко, во-вторых, дорого. И в-третьих, все-таки, вот смотрите, ну, как бы вот для людей, которые родились на Украине, Европа, вот свой климат им важнее. Идеологические подоплеки, это уже, мне кажется, на втором месте. Поэтому, ну, вот, приблизительно так закончится мой вопрос. Да, значит... Дискуссия заочная с Тимой Корчинским. Да, друзья, сейчас мы еще об украинцах поговорим. Расходится сейчас, мы в прямом эфире, цитата Буданова. Ну, у него там вышел какой-то комментарий, причем там его как-то так очень дозированно, порционно дают его выступления, но все как бы обратили внимание сейчас на другие слова. Ну, во-первых, он говорит, мое задание сейчас наладить эффективный переговорный процесс. Значит, он дал интервью ливанскому медиа Алмадон, ливанская медиа. Угу. Интересно, да? Он, значит, свои приоритеты сказал. По его словам, сложная ситуация сейчас толкает власть отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на переговорной платформе вместе с союзниками. Очень сложный механизм переговоров, ежедневная координация, профессиональная подготовка для каждого. И в процессе говорит, не ждите падения Путина. Нам надо создать условия, при которых Россия исчезнет как империя. О как! Понимаете? О как! В Ливане, наверное, очень интересно звучат комментарии Буданова. Василий Дмитриевич. Знаете, Саша, Буданов все это время, ну, он в России признан как террорист, все это время вел переговоры с, скажем так, противоположной стороной. Аккуратно. И многие на противоположной стороне говорили о том, что вот единственный переговорщик, который держит слово, это Буданов. Обмен в начале, значит, в 22 году, начало СВО, даже в 23-м, люди договаривались, я тебе отпущу, ты мне отпустишь. То есть еще не было такого, знаете, прям жесткого противостояния, и могли меняться, в том числе и пленными. И Буданов всегда держал свое слово. Так о нем говорят, скажем, не на территории Украины. Когда он стал руководителем офиса и, безусловно, ну, и он возглавил делегацию или стал членом делегации, да, появился осторожный оптимизм, во-первых, у Соединенных Штатов Америки. Потому что они говорят, вот этот человек военный, мы его знаем, значит, мы ему доверяем. Гражданину Америки нет, это не мне судить. И вот Россия тоже, есть многие люди в России, которые говорят, что да, он враг, но он держит слово, то есть он профессионал и так дальше. Когда Буданов говорит такие слова, тем более ну, издание, которое я до сих пор не слышал, нет, страну такую знаю, но просто издание не слышал, да, но почему-то, значит, все-таки он сказал, кому-то он хочет достучаться, он говорит, смотрите, как он все-таки по-хитрому сказал, он говорит, что не надо ждать, что Путин, там с ним что-то произойдет, да, вот, а вот об империи он вспомнил. На самом деле, Саш, это жесткое противостояние Буданова и Зеленского. Я в этом заявлении это именно увидел. Потому что Зеленский хорохорился. Да я вот моложе Путина, я его переживу. Да, он, да.
Он, понятно, он моложе и Трампа, просто он об этом не говорит, но он подразумевает, что вот смотрите, я молодой, вкладывайте в меня деньги и так далее, и так дальше, да? То Буданов, нет, он просто знает, что, ну, кто такой Путин, поэтому он осторожно сказал, что не надо. Перед этим, помните, он же заявлял, что Буданов, что, слушайте, надо прекратить бить там России по, значит, энергетическим объектам, по Киеву, а Украине не надо бить по Валдаю. Такое смелое заявление. Ну, как бы. Но в России это услышали. В России сказали, ага. Ой, Василий Я Дмитриевич, знаю. ну Я к чему? смотрите, тут же, это же все игры вот эти, понимаете? Конечно, Игры. игры, Саша. Но я просто акцентировал внимание, что даже на этом фоне игр есть два полицейских. Злой Зеленский и добрый Буданов. Но это на раз-два считается. Если это я вижу, что это люди, которые противоречат друг другу, но они в одной команде. А я слышал прессу, что вот там на Украине есть, значит, раскол в переговорной группе. Да какой нафиг раскол? Ну, это люди играют и за США и против, и за Британию и против, и за ЕС и против. Люди пытаются выкрутиться из этой ситуации, выжить. Что, Да, Зеленский? Василий Дмитриевич, а по поводу людях и выжить. Значит, мне, кстати, очень нравятся наши с вами разговоры о том, что они как бы о людях. Видите, так получилось. Вроде бы такие планировались темы, там вот это все. И спасибо, что ни слова о геополитике. Найдем время, поговорим о геополитике, это тоже очень интересно. Я хочу о людях поговорить с вами. Значит, очень интересный эпизод на украинском телевидении. Давайте посмотрим. Подвійне навантаження, тому що сьогодні ми перекладаємо це так, завтра ще підніметься тариф, і просто люди будуть у вічі, і люди не будуть, багато хто, вибачте, як жіночка тут сказала, да, що на психіку впливає, воно реально впливає. Это депутат Горсовета Киевского от Батькивщины. Говорит о том, что вот эта вся ситуация с морозами, с ужасом этим влияет на психику людей. Продолжает. І вибачте, коли в мене у студента мама повішалась на очах у молодшого брата, тому що вона не змогла оплачувати комунальні послуги і не могла нагріти дітей за 2 місяці, це трагедія. І ігнорувати це і робити вигляд, що воно якось розсосеться, товариші, не розсосеться. Бронювати комунальників кричали треба було з самого початку. Коли ми їх забронювали, коли, вибачте, 60% незайнятих посад, а ті 40, які залишились, це або ті, які ледь ноги пересувають, і це, як правило, жінки, вони тут біжать, розбирають завали будинку, то ми ще про це навантаження забули, сніг не почищений. Більше відео. Ну, в общем, как бы сетуют на то, но история жуткая, когда там на глазах у ребенка вот это все, потому что не заплатить, не согреться, в общем, кошмар, что происходит. Но и даже на этом фоне всегда находится место ушлости. Одесса. Вот прям, это прям очень интересно. Одесса, смотрите, как хорошо. Значит, привезли им к многоэтажке генератор. Все такие серьезные, остановили. Видео снимают, смотрите, профессионально, там, фотоаппарат, наверное, там, видите, эффект боке, красиво так все. Мужчины берут кран, тепло для Украины, а это же еще давальческий, гуманитарный генератор ставят. Ой, как потужно, коммунальное предприятие, вывески, все классно, все супер. Сейчас многоэтажка заживет. Сейчас вот это все будет. А потом в чате дома какая-то жуть. В смысле? Что значит? Значит, администрация рассказала народу, что это было сегодня, что это было за показательное выступление. Знак вопроса пишет одна из жительниц. Значит, привезли генератор, сгрузили возле дома А, сделали фотосессию, красивую такую, да, это я от себя добавляю, поставили друг другу шарфики, да, поправляли, погрузили снова на машину и увезли. Полгорода без света сидит, а власть имущие селфи делают. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну и все, конечно, в шоке. А тот и спрашивают, а тот, который дали в аренду, его хоть оставили? О, ну его оставили. Вот с такими руководителями, таким подходом никто в этой стране никогда порядка не будет. Это ж до чего надо думаться в такое тяжелое время возить генератор по городу и фотографироваться?
Вы понимаете, в чем вопрос? Это же... Ну, кто-то скажет, ну, Одесса, какие-то Но это же отношение власти, людей. Генератор тебе в аренду. То есть люди платят за него, что им пользуются. А тот, Да. который как бы гуманитарный, они его вывезли, поставили, пофотографировались, погрузили назад и увезли. А ты, мамочка, на глазах у ребенка решай, как отдать Богу душу, потому что в отчаянии. Знаете, почему это происходит? Потому что когда в Киеве в январе месяце выносили энергетическую систему, кстати, по-моему, мы с вами обсуждали в одном из эфиров, посол Канады на Украине сказала, что да, вообще о чем вы говорите? Да, там Россия выносит систему, но вот смотрите, насколько мужественный украинский народ. И тогда в январе месяце прошел флешмоб, где там украинские певицы пели песни, что там все равно холодно, но тепло у нас. Где жена бывшего министра иностранных дел говорила о том, что надо покупать вот эти фалоимитаторы, согреваться ими. Где выводили людей, там пару десятков в Киевском море, да, и люди пели там песни и так дальше. И вот это флешмобы снимали, отправляли послам европейских и других государств, те собирали информацию и отправляли эту информацию политикам, принимающим решения. Ну, типа, смотрите, какие украинцы мужественный народ. Сейчас заканчивается февраль месяц, поэтому флешмоб продолжает действовать. Флешмоб просто косит, значит, ездит и косит людей и показывает. Вот в Одессе, я смотрел это видео, там прекрасный дом, там все чистенько, какая-то девочка даже хочет уходенная. И потом это сняли, отправили. Вранье. Вранье на костях, вранье на грабеже, вранье на коррупции, но оно устраивает не просто украинские власти, не просто режим Зеленского, а тех партнеров западных, которые вкладывают в это все деньги. И послы ездят туда, фотографируют, снимают и говорят, вот смотрите, насколько украинцы мужный народ. О, да. И вот это, знаете, это очень, кстати, интересно, то, что вы говорите. Я там 2 слова буквально об этих костях хотел с вами перекинуться. Ну, не костями, а словами. Сегодня же знаменательный день. Гераскевич, скелетонист в Раде. Мы в прошлый раз встречались с вами в прямом эфире, обсуждали этот шлем памяти. Да. Он в Раду пришел, ему рукоплещут, ему там, он мега потужная фотография, говорит, давайте у Бубки, Сергея Бубки заберем героя Украины. Говорит, что вы тут плохо, мол, работаете, а я-то смотрите, как я хорошо работаю, я Гераскевич. И все, собственно, радуются, поднимают его там, овации и так далее. И я хочу прикрутить к этому. Ну, смотрите, про Гераскевича и то, о чем вы говорите, о том, что надо отчитаться о партнерах. Мне попалось видео, и оно реально, это действительно его. Короче, они вместе с какой-то организацией, Шарашкиной конторой, рога и копыта, будут окучивать немецких домохозяек и пенсионерок, и пенсионеров. Они говорят, мы вот этим людям, которые на шлеме изображены, их семьям, да, мы соберем деньги у немцев, им передадим. Да. Это его четкий посыл. А его привечают в Раде, понимаете? И вот эту историю, которую я хотел бы действительно прикрутить, сегодня же новость вышла, такая, знаете, умопомрачительная. Значит, показывают всем, полиция работает, сообщают прям... Человек, который глумился над мемориалом погибшим защитникам на Майдане, сбрил усы и надеялся избежать наказания, но его нашли, разыскали. Ух, как работает. Короче, ему 37 лет, он киевлянин, он внезапно стал известен на всю страну после, ну, вот этого видео. Вася, это центр города, что ты тут понавтыкал всяких флажков. Ты что, тут свою жопу прикрываешь? Давай убирай отсюда, все люди тут отдыхают. Ну, понятно, что человек не в себе, понятно, что это тикток модели, понятно, что это все как бы типа ему показалось смешно аудиториям. Ну ничего, видите, нашли.
Да еще как. Прям извинения записывал. Вот как сказал. 3 февраля я снял видео на Майдане Незалежности, как про флажки, в общем, про флажки. Я извиняюсь, осознаю свою вину и больше впредь такого делать не буду. Откуда этот культ мертвых? И смотрите, одно же дело уважать погибших, а другое дело издеваться над их памятью. Даже ну вот, применяя ее к государство- и общественно образующему элементу. Дело в том, что меня больше всего повергла в шок информация на этой неделе о том, что руководитель военного подразделения на Украине, командир батальона, дал указание своим подчиненным, погиб его родственник, и он дал указание своим подчиненным отрезать тому конечности и голову и отправить родственникам. Второй эпизод, который меня шокировал. Ну, смотрите, отрезать, чтобы похоронили, чтобы выплаты были, чтобы... Я как бы, ну, если зрители ваши знают, тогда я закончу. Смотрите, тут два момента. Первый. Вы спрашиваете, откуда это глубление над погибшими? Откуда это появилась вот эта вот черта, то есть вот это вот животное, да? Значит, она пробила дно и пробивает дальше. Да, у этого командира цели были две. Первая, безусловно, меркантильная, потому что без установления личности погибшего семья, его родственники не получат деньги. То есть это про деньги. Но оно покрывается тем, или пытается перекрыть, да, что вот это про христианство, что вот нужно же похоронить, по-человечески захоронить этих покойников. Значит, сегодня произошел обмен телами. Значит, Россия передала Украине 1000 человек, 1000 погибших воинов, конечностей, да, тела, а взамен получила 35. Это происходит систематически. За последние годы Россия передает 1000, значит, получает 35, Украина, значит, 35 получает, передает 1000. К чему я хочу привести, расставить акценты? Смотрите, если Сырский говорит и Зеленский, что у Украины сейчас потужный контрнаступ был 2 недели тому назад, освободили 300 000 километров, несколько деревень и так далее, и так дальше, у меня вопрос. Почему тогда Россия собирает 1000 тел, конечностей украинского военнослужащих, передает Украине, а Украина только 35? Если вы вот потужно так воюете, вы просто врете, и ваше это, ваше вранье, вы просто пытаетесь покрыть любым способом количество погибших, количество умерших, количество, захороненных. Только лишь по одной простой причине: вы не хотите платить деньги, вы хотите оттянуть этот процесс. Второе. Вот там руководитель вот этого сайта без вести. Так. Василий Дмитриевич у нас, скажем так, безвременно, ну, может, безвременно ушел интернет, понимаете, может, сейчас восстановится. Друзья, давайте пока мы сейчас поймем, села ли батарейка или что-то произошло, может, оживет все-таки картинка. Ну, так бывает, друзья, прямой эфир, что поделаешь. Давайте пока подведем итоги опроса. Я напомню, что у всех спрашивали мы о Донбассе. Так вот, отдаст ли Украина Донбасс? И такие варианты. 17% проголосовали, что обменяет на гарантии Зеленскому, ну, личные. 26% сделает вид, что проиграли на поле боя. Ну, в общем, так обставят это все по-военному, что вот война, захватили, ну, а дальше как бы все. И, ну, взятки гладкие. Кто сейчас говорит там, а чья там Авдеевка, да, например. 21% нет, будет воевать до последнего, и 36% считают, что да, придется отдавать, именно придется идти на условия, потому что выхода, да, другого выхода нет. Очень интересно, сейчас мы в прямом эфире, выходит, значит, Зеленский и говорит, что главной темой следующей встречи США, России, Украины станет подготовка саммита лидеров. Напирает Зеленский, говорит, вот, будет подготовка саммита лидеров. Судя по всему,
ну, это так это и выглядит на самом деле, потому что Зеленский изначально говорил, что вопросы территорий могут решить только лидеры. И вот, собственно, вот дает такой потужный анонс Зеленский в вечернем разговоре с телефоном, обращению к украинцам, что, причем интересно, у нас теперь новое место образовалось, это место Абу-Даби. То есть следующий раунд состоится в начале марта, видимо, на следующей неделе, может, немножко позже, но в Абу-Даби. И, ну, это прям, скажем так, интересный, собственно, момент по поводу Абу-Даби. Хочет готовить встречу с Путиным Зеленский для того, чтобы еще более оттянуть время. Ну, сигнал, видимо, не был считан со стороны непосредственно российской, которые сказали, что точку должен поставить вот этот саммит, вот эта встреча, трехсторонняя встреча лидеров, да, вот конкретно в Абу-Даби. Интересно, ничего не скажешь. И посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну и противоречивая информация из, ну, уже не Абу-Даби, а из Женевы, да, идет непосредственно по переговорам Виткофа, Кушнера с иранской стороной. Это тоже интересная подтема, да, но не тема сегодняшнего эфира, но тоже интересно. Пишут журналисты Axios, что, по словам источника, которые знакомы с ситуацией, советники Трампа были разочарованы тем, что услышали от министра иностранных дел Ирана. В Женеве продолжается очередной раунд переговоров, значит, разочаровались. Хотя до этого, буквально там пару часов назад, были сигналы, что это нет, все хорошо, все нормально, они могут договариваться. Вот Василий Дмитриевич присоединился. Василий Дмитриевич, Да. мы снова вместе, да. Закончите мысль. Что-то мы что-то такое зацепили, что, значит, нас вырубили, решили, но мы не сдаемся. Так вот, Саш, значит, по поводу, значит, вот этого вот смертей и таких игре на костей или на погибших людях, да? Вот то, что вот совершил вот этот человек на Майдане Независимости, да, там с флагами, он сначала понтовался, потом его взяли. Это все дешевые такие трюки. Мне кажется, что этот парень, он за каких-то там 200 или 300 гривен это все снял. Ну, это мое субъективное мнение. Но вот тут я закончу мысль, ту, которую я говорил значит, того, чтобы обрезать конечности, и там голову отсечь для того, чтобы показать властям качественное доказательство, что это погибшие люди, а не пропавшие без вести, да, чтобы получить компенсацию. А покрывается это тем, что вот христианство по христианскому обычаю сохранить. Да нету Христа. Понимаете, я сейчас скажу такую мысль. Бог оставил Украину. Я не говорю о людях, я говорю обо всех. Почему? Когда я на этой неделе смотрел службу, приехали вот эти европейские бонзы, зашли в Святую Софию Киевскую, которую я очень люблю. Я там ходил, я обожествляю саму Софию, территорию. Я там 1000 раз был. Знаю ее историю. И вот я смотрю, в моей Софии приехали европейские бонзы, их там встречают Зеленский и Зеленская, они заходят в храм. Понятно, что это исторические сейчас памяти культуры, но тем не менее там иногда ведут службу. И вот стоят представители всех конфессий на Украине. Значит, мусульмане, евреи, иудеи. Ведет службу Эпифаний, руководитель общественной организации. Нету одного представителя. Не присутствовал представитель одной из церквей. Украинской православной церкви. Канонической церкви. Не было. Понятно почему. Потому что гонение происходит на Украинскую православную церковь, непосредственно на святейшего митрополита, но нету его. И ни один из европейцев
не задал себе вопрос, а где, почему нету руководителя Украинской православной церкви, или его заместителя, или представителя, ну, что-то такое происходит. Всем это подходит. Мало того, члены вот этих европейских правительств, они геи, или там бисексуалы, или фиг, я прошу прощения, знают, кто кому куда что делает, и так далее, и так далее. Им по барабану, им все равно. Они просто делают сцену, делают флешмоб, и всех все устраивает. Поэтому всех устраивает война, всех устраивает вот эти вот конечности торговли, всех устраивает, особенно европейцы, вот реакция отсутствует. Поэтому да вы убивайте друг друга. Да, говорите, что делаете, хотите, да делайте флешмобы. Нас все это устраивает. Мы тут не видим, тут не слышим, тут ничего не говорим. Вот это самое страшное. Я не просто так об этом говорю, потому что когда страну покидает Господь, и вот воля Господня происходит, выходят наружу вот это вот все вот нечисти. Да, нечисть вылазит. Когда в этой нечисти, знаете, ну, мы будем ковыряться дальше, кто больше нечестивый, кто меньше. Да паскудство это все. Да, паскудство. 2 слова скажите про Абу-Даби и несколько вопросов зрителей, пожалуйста. Ну, чтобы все-таки мы анонсировали, чтобы в чате и в сообществе. Абу-Даби будет, Зеленский говорит. Ему позвонили уже, закончилась же встреча, ну, мы об этом сказали в начале эфира, и позвонил уже Умеров ему, и говорит, в общем, вроде как в начале марта в Абу-Даби будут готовить встречу лидеров. Слушайте, вы очень хорошо охарактеризовали и вспоминали о том, как отзывались... Ну и мы сегодня, в принципе, у меня на канале тоже гости говорили о том, что вот смотрите, там Россия считает нелегитимным. Вот смотрите, нелегитимным считает, возможно, но никогда не отказывали в встрече. Говорили или в Москве, или как-то еще, никогда. А Зеленский же как говорил, вот он такой-сякой, не о чем с ним говорить, будем ждать следующего. Это четкие слова Зеленского. Следующего дождемся. Я молодой, ставьте на меня, я пересижу. Вы тоже упоминали об этом. А теперь, видите, встречу готовят трехстороннюю. Так кто кого в Абу-Даби? Зеленский клоун, нечестивец. Можно о нем много чего говорить, но он не идиот. И он очень любит деньги. Он любил деньги, когда был актером. Он даже, говорят, что собирал... Когда давали им, значит, гонорар, он забирал все себе, 90%, и только 10% раздавал труппе. А даже когда бизнесмены давали деньги каждому, просто в руки, ну, знали, что Зеленский такой жлоб, они давали каждому актеру, он потом их собирал, говорит, не-не-не, деньги все сюда, и вот такой он был. Он такой и есть. Он был жлобом и жадным, он таким и останется. Но... он боится за свою жизнь и понимает прекрасно, что гарантии его жизни, именно жизни его, англичане могут съехать. Мало того, они его могут прикончить, застрелить, причем завтра. Единственный человек, который ему даст гарантии, и он будет жить, это Путин. Как бы он ни относился к Владимиру Владимировичу, он это знает. У него животный инстинкт. Слушайте, Саша, он здесь в России зарабатывал деньги, он ездил с концертом, он прекрасно понимает, что, куда, как ему... Его друг Киркоров рассказывал, многие другие. Он все это понимает. Поэтому именно с этой целью он хочет встретиться с Путиным, получить от него гарантии. Поэтому эмоции в сторону. Второе. Зачем ему нужна встреча лидеров? Вот вы говорите об Абу-Даби, опять там, возможно, и так дальше. Он должен сказать всем, ну, во-первых, это его роль, он должен ее закончить, и он должен всем украинцам сказать, смотрите, я сделал все, что мог. Ну вот я сделал все, что мог, виноват тот или виноват другой. Ну, во-первых, еще раз говорю, получить гарантии раз, и второе, обыграть эту ситуацию, чтобы либо остаться у власти, либо уйти на покой, чтобы его не тронули, чтобы его не убили, чтобы его украинцы не достали, чтобы его, ну, чтобы он, ну, получил какое-то будущее и так дальше. Не он игрок. И теперь мой прогноз. Не он игрок. И не ему рассказывать, кто с кем, когда встретится. Мы уже обсудили Арахамию, Умерова, Буданова, все члены переговорной группы. 2 игрока есть. Есть 2 игрока. Есть действительно Путин и Трамп. И они проговаривают и договариваются о том, как завершить этот трек.
Мой прогноз, Саша, немножко другой. Я немножко выйду за рамки вопроса. Мне кажется, что в России мало людей, которые верят в успех этого дела. Трамп начал эту игру, Трамп предложил вот это мирные переговоры, это его была инициатива год тому назад, в феврале месяце. Россия согласилась, многое чего делает, много чего подыгрывает, много чего делает всерьез, действительно рассчитывает на то, чтобы закончилось это все миром. Но, а что если не закончится это миром? И что если у Трампа не хватит силы для того, чтобы додавить Зеленского, позицию его и Европу? Вот что тогда произойдет? Вот там через какое-то время Трамп может утратить власть, да, и что будет? В России знают две вещи. Что будет Россия, это они знают, они это просчитывают. И второе, будет Путин. Какое-то время, 10 лет, 8, это все равно политика будет продолжаться. Поэтому вот как бы я с какого ракурса ответил на ваш вопрос. Ничего страшного для России, для российской политики не произойдет, если никакого мирного соглашения не будет. Ну, смотрите, тут еще тоже лукавство есть определенное. Это Да. важный момент. Все говорят, вот сейчас выборы там в Конгресс, или, например, Трамп, например, проиграет демократу, кандидату Ньюсома там сейчас называют, еще кого-то. Да. Товарищи, включите рацио. Не Да. рацию, а рацио. Вы серьезно думаете, что демократам, например, зашедшим опять в Белый дом после республиканцев, гипотетически мы берем, что Трамп проиграет все в тартарары, им прям нужна будет эта война? Подумайте. Конечно, Они Саша. получали Да. Украину развитую, там 40 с лишним миллионов населения, объекты, заводы, пароходы, олигархи, деньги, молодой президент, которого выбрали большинством. И, конечно, они... А когда они сейчас придут, через вот эти 2-3 года, да, например, посмотрят, конечно, это все будет, это ужас будет. Вы абсолютно правы, вы правы, потому что Штаты основаны на, неважно, республиканской демократии, на одном принципе. Никто не хочет иметь дело с лузером. Никто не хочет иметь дело с проигравшим. Я уже сказал, Трамп зафиксировал поражение, зафиксировал убытки, теперь пойдут работать. И второе, смотрите, мы чуть-чуть начали говорить о Абу-Даби и так дальше. Кирилла Дмитриева вспомнили и, значит, Уиткофа. 12 триллионов долларов рассматривается проект бизнесовых планов между Штатами и Россией. Когда Кирилла Дмитриева спросили, правда ли это, он говорит, не совсем правда, не 12, а 14 триллионов долларов. На столе лежат проекты бизнесовые на 14 триллионов долларов. Кто бы что мне не рассказывал о Путине, там, о Российской Федерации, люди добрые. Как вы говорите, включить мозги. Россия – это не Советский Союз. Россией управляют капиталисты. Здесь капитализм, здесь тоже считают деньги, здесь считают проигрыши, выигрыши и так дальше. И понятное дело, что когда запахло деньгами, огромными такими деньгами, Россия будет торговаться. России нужен развитие, России нужны инвестиции. Безусловно, России нужно, чтобы с нее сняли санкции. И это вот разрывает и штатовским нужны ребятам, и русским нужны. Кому нужен лузер? Никому не нужен лузер. И запомните еще одно. Мы же сегодня, Саша, с вами говорили о Европейском Союзе, о Мерсе, о поездке, о отношениях с Китаем и так далее, и так далее. Там тоже идет все в движении. И рано или поздно вот эта вот замкнутость, вот это такая, я не знаю, до сих пор, что ли, люди все в кастрюлях ходят. Я не могу понять, мозги-то есть, реально. Начните двигаться в другую. Не только Беца и этот Сибига должны руководить этой страной. Да, есть депутаты, есть разные уровни, есть местные, есть все на свете, но все под колпаком, Василий Дмитриевич, все под колпаком. Василий Дмитриевич, у нас такой сегодня объемный, такой масштабный эфир, но без вопросов я не могу вас отпустить, извините, поэтому предлагаю в режим Блиц, коротко, ответы на вопросы наших зрителей. Понятно, что, может, все, конечно, не войдут, но, тем не менее, все равно большое спасибо, друзья, что оставляете эти вопросы, и Василию Дмитриевичу это всегда
уважение, да, когда есть, собственно, вопросы. И, ну, очень коротко, чтобы, ну, в общем, успеть. Давайте несколько точно прозвучит. Здравствуйте, Александр Василий. Вопрос к гостю. Почему в Украине у власти в основном граждане других государств? Спасибо вам и добра. Ну, я уже говорил, не только других государств. На Украине есть этногруппа, которая возглавляет еврей Зеленский, еврей Ермак, очень много. Почему-то так случилось, что вокруг них Шефир, очень много вот представителей этой этногруппы. При всем уважении к людям этой национальности, у меня есть приятели много, друзья, ну, так случилось, да. А почему дальше, вот Умеров и все остальные, я бы этот вопрос задал в первую очередь самим людям на Украине. Может быть, со временем, может быть, пройдя вот такой военный даже вот на крови вот период, люди, граждане Украины, те, которые проживают, они перестанут мыслить эмоционально и избирать руководителей через эмоции. Может, действительно повезет Украине, и дальше украинцы будут избирать вот исходя из рациональных побуждений. Петр, Василий Дмитриевич, с учетом разговора о возможной передаче «друзьями» в кавычках Украины ей ядерных боезарядов или технологий, отдает ли Россия себе отчет, что Киев, в отличие от нее, применит против нее любое оружие, оказавшееся в ее руках, не задумываясь? У Саши, великолепного журналиста, которого я иногда с удовольствием захожу в гости, недавно был эфир с господином Дацюком, который титрует себя философом украинским. Я знаком с Дацюком. И вот в последнем эфире, значит, господин Дацюк позволил себе такое высказывание, что у Украины должно быть обязательно ядерное оружие, и она обязательно его применит против России. Глупость несусветная, дурость. Ну, просто я говорю именно по конкретному высказыванию. По одной простой причине. В мире есть ядерное государство. В мире, да, сейчас договор о нераспространении ядерных вооружений не работает. Ну, формально он не продлен, но на самом деле и Соединенные Штаты Америки, и Россия понимают, что нужно сохранять здесь баланс. Поэтому ядерное оружие никогда Украина не получит, никогда этот режим, еще раз говорю, никогда не получит ни этот режим, ни следующий, даже пусть не думает, даже грязную какую-то бомбу, да, могут сделать, могут, Зеленский, как неуравновешенный человек, может дать команду, но это приведет к непоправимым результатам. Я надеюсь, мало того, я вам скажу так, очень много людей в России знают и понимают, и между собой говорят, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, как-то высказался, еще раз говорю, это конспирология, что я не вправе применять ядерное оружие. Это только Господь может принять такое решение. Поскольку у России верующий президент и страна в основном верующих, я думаю, что Россия не применит ядерное оружие, тем более против вот этих отшельников и слабоумных, которые возглавляют сегодня украинскую власть. Так, вопрос. Вакаров был у истоков попытки строительства государства Украина. Простой вопрос. Когда Василий понял, что попытка провалена? И что Василий думает, что государство Украина было задумано ЦРУ, Ми-6, Сорос, Блэк-Рок 90-е годы, а если честно, еще в 60-е, для грабежа великого приданого УССР, СССР и геноцида украинцев? Мнение Василя, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за такой вопрос. Я очень глубокий, искренне отвечу так, как я думаю. На самом деле, я до сих пор остаюсь тем человеком, может быть, наивным, который верит в государство Украина в будущем. Не знаю, какое, но точно не вот это. Второе. Когда я осознал окончательно, я даже вам скажу, что уже после Майдана, когда меня Петр Порошенко пригласил к себе и сказал: Василий, давай занимайся борьбой с коррупцией, я дал слово и сказал: ладно, Петр, вот моя рука. Но через время, когда я убедился сам лично, знаете, бывает такое, что человек верит, но хочет проверить. Я убедился сам лично, что никакой борьбы с коррупцией Петр Алексеевич не хочет вести. Он хочет возглавить схемы.
и поставить меня руководителем этих схем, я просто сказал, что я ухожу. Вот тогда я разочаровался, собственно говоря, в самом фундаменте, заложенном при строительстве украинского государства. Я вижу сейчас его распад, не сожалею, абсолютно не сожалею, потому что много было попыток восстановить, что-то там отремонтировать. Но понимаете, когда горит дом, у человека горит дом, рассуждать о том, что какая там ручка дверная или дверь, где-то косяк неправильный, ну, это поздно. Горит дом, значит, он должен сгореть. Да. Трагический, конечно, у вас комментарий. Ну, что поделаешь, какой есть. Значит, друзья, чат трансляции. Олег пишет: добрый вечер, Василий Александр. Вопрос по теме. Что сейчас мешает выкрасть человека с улицы, разобрать его на запчасти, в кавычках, а через неделю объявить его СЗЧшником, пропавшим без вести? Ответ: ничего. К сожалению, да, Саша, вы говорите, что я как бы трагически отвечаю или, по крайней мере, не оптимистически. Да, такое может быть. Я верю, знаете, во что я верю? Я верю в людей. Я верю в людей, которые проживают в Киеве, в Черкасах, в Полтаве, в Одессе. Я верю в людей. Люди не дадут этим технологам или ТЦКшникам делать вот так, чинить вот такое зло. Но технологически, да, это возможно. Да, зарабатывает деньги на всякой хрени, прошу прощения, на людях, на смертях, на конечностях. Это есть. И, к сожалению, есть и система, которая покрывает все это дело. Но в массе своей, ну, давайте пусть я буду последним человеком, который все-таки верит в то, что люди не дадут этой мерзости победить, и чтобы это все было такое бесчеловечное отношение к самим себе. Что бы мы имели, если бы вместо войны Россия, Украина и Беларусь были бы вместе? Как бы повели себя заказчики нынешней войны? В этом случае спасибо за ответ. Да не было бы заказчиков войны, если бы эти люди были вместе. Мы же помним при всей там... Я, например, уважаю господина Лукашенко, кто-то его критикует. Но когда Александр Григорьевич вышел с автоматом и сказал, показал как лидер: я не дам. Да? Вот я не Мы дам. сегодня Тимошенко обсуждали с автоматом. Тимошенко, она как Лукашенко. Лукашенко, он натуральный, он знал, какая угроза будет. А что Тимошенко? Прошу прощения, с пальцем. Ну, вот. Саша, ну, так вот. Я был у власти, я видел власть изнутри. И если бы, ну, понятно, что история не терпит сослагательных, но если бы в 2013 году Виктор Федорович, президент Украины, Янукович, с трудом, но произношу эту фамилию, вышел бы с автоматом или подобный поступок бы учинил, поверьте, многие его не любили, многие его ненавидели, коррупция и так далее, и так далее. Но масса людей бы сказала: у нас есть лидер. Да, он... неважно, из Донбасса, откуда, мы пойдем за ним. Лидер не сделал этот поступок, ну, не смог он это сделать. Но, к сожалению, лидера избрал тот народ, который избрал. Александр, вопрос. Сикорский сказал: этот конфликт определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил наряду с США и Китаем. Будет это Россия или ЕС? Дошло или только озвучили Сикорскому это? Сикорский, конечно, та тварь. Он аплодировал, когда был взорван Северный поток, аплодировал Байдену, потом, конечно, он струсил. Что он сейчас говорит? Он, конечно, говорит за Европу, он говорит за Европейский Союз, но Сикорский никогда не был политиком. Он торгаш. А торгаши всегда говорят вот как. Сикорский говорит: мы вот Европейский Союз, мы финансируем Украину, поэтому мы должны быть за столом переговоров. Дурачок, ты платишь деньги? Ну так и плати. Тебя стригут как овцу, так и плати. Ты просто-напросто, как он сказал, мы не лохи. Сикорский, ты лох, поэтому лохов за стол не пустят. Когда Европа получит лидеров, способных принимать решения и говорить от Европы, конечно, ее не просто... не захотят
за стол переговоров пригласить, ее в первую очередь пригласят, потому что она уважаемая, у нее будут сильные лидеры, и с ней будут считаться. А сейчас нету таких лидеров в Европе. Сергей, почему Вакаров видит распад и беду Украины, а многие журналисты Украины, Гордон, Пальчевский, Влащенко, прочее, видят победу Украины над Россией? Это болезнь или люди искренне так считают, как думает Василий Вакаров? Я знаю Пальчевского неплохо, даже с Гордоном знаком и там другими, но, знаете, мне кажется, что я не буду осуждать этих людей при всем моем там разплановом к ним отношении. Я скажу о себе, потому что мне легче говорить от себя. К сожалению, для меня я вижу эту картину так, как я ее вижу, и говорю искренне. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому, но все мои слова, действия, призывы, которые я осуществлял ранее, они просто-напросто были не услышаны, или моя позиция была слабая. Возможно, кстати, я проявил где-то слабодушие, да, я был слабодухим, я не мог достучаться, я не проявил какой-то поступок. Это тоже возможно. Но то, что я сейчас вижу, и то, что я пытаюсь объективно рассуждать и смотреть, и видеть эти тенденции, еще раз говорю, мне это не нравится, или многое из чего мне не подходит. Но я стойко стою на своих убеждениях, я говорю то, что я вижу. Да, спасибо большое, Александр, спасибо, Василий, за прекрасный эфир. Спасибо, друзья, что это пишете. Вот там несколько уже таких благодарностей. Это я в чате трансляции смотрю. Пишут: Шелест, ты чей агент? Знаете, как-то чей Крым? Божий. Гениально же Усик отвечал, да? Вот это. Чей ты агент? Божий. И все мы дети Божьи. Это знаете, как вот это задают вопрос. А какое ваше отношение к Богу? Говорит, самое непосредственное. Я его сын. Вот. Друзья, спасибо большое за то, что побывали на сегодняшнем эфире. Такой достаточно сложный эфир, потому что время сложное. И вот вроде, знаете, отгуляли же вот этот праздник. Они же устроили, вы видели, 24 числа они устроили прям праздник. Праздник режима, праздник этих элит. Зеленский едва сдерживал улыбки, там, когда вот это вот все молитва, там, когда гости, Урсула там пытался ее окучить. А похмелье, это, знаете, тяжелое после этого. Тяжелое. Да и вообще, да, вот от скачек там, на Майданах, вроде как все эйфория, а теперь вот до сих пор, 12 лет уже, так сказать, похмеляемся. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Будьте здоровы всем. Счастья. До свидания. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.